Приветствую всех на канале, я Наталья. И сегодня хочу вам показать еще один способ декора верхушек на сердечках. Так как у нас получается неровная вот эта поверхность, здесь я придумала немного другой вариант обработки. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сейчас я все чаще и чаще стала обрабатывать верхушки, покрывая их полностью колпачком. Есть вот такой вариант обработки, где ткань у нас по кругу колпачка, и вот такая обработка. И сегодня хочу вам показать, как задекорировать, сделать вот такой ровный колпачок, именно закрыть, так как здесь у нас сердечко получается вот здесь чуть выше и тут чуть ниже, и чтобы получилось вот так красиво. Для работы я буду использовать цепочку, она у меня 2 миллиметра, можно 2,5 использовать, просто именно с этой цепочкой удобнее в 3 ряда пролезать именно вот здесь. 2,5 чуть больше, поэтому возможно вам там понадобится меньше рядов. Цвет у меня это Gold Topaz. Я беру заготовку и по возможности вот так все прижимаю. Не ногтями это делаем это пинцетом, чтобы полностью все прижать. И теперь беру цепочку. У меня часто остаются кусочки после обработки. И первым делом я наношу клей на верхнюю часть. Нанесу клей и подклею цепочку. Именно вот так на верхнюю часть. Можно даже вот так немного размазать, потому что все равно мы будем подклеивать цепочку вниз. Да, для работы я использую клей Уху немецкого производства. Так, подготовим ножницы для цепочки. И вот так по краю укладываю цепочку. Аккуратненько обворачиваю. Смотрю, сколько звеньев мне надо. И лишнее подрезаю. Вот так я поверну, чтобы мне было удобнее подрезать. Теперь снова беру клей. И уже иду вниз. Не как в шаре снизу вверх, а тут сверху вниз. Нанесла клей и на колпачок, и немного на саму заготовку. Стараемся все швы делать на одной стороне, где у нас склеивается цепочка. И теперь вот наношу вот так второй ряд. Здесь я в основном вот так выравниваю, обрезаю. Пока что ничего не как бы вместе не склеиваю, так скажем. Просто примеряю. Так, у меня здесь отлетел один страз. Надо срочно поменять. Так, убираем. Еще раз наносим клей. Дубль номер 2. Случается и такое. Чтобы потом просто один вот это звено одно не вклеивать, я лучше поменяю цепочку. Так, поворачиваю, чтобы ничего у меня не слетело. Вот. И сейчас третий ряд вот под самый низ подклею и все буду выравнивать. Наношу клей. Снова беру цепочку под самый низ. Пусть вас не пугает, что здесь остается небольшое отверстие, вот здесь пустое, ничего страшного. Все выравниваем. Вот под самый низ по бокам подсовываем. Если вы начинаете работать, работайте сразу. Пока здесь все свежее, можно вот так все подвинуть и все выровнять. Так, лишнее отрезаю. Теперь я беру пинцет и вот так все выравниваю.
Вот у нас уже получается вот такая красивая верхушка. И вот здесь у нас остается пустое место. Мы берем как бы и с одной, и с другой стороны. Измеряем, сколько цепочки нам надо. Вот здесь у меня вот так с краю до краю я возьму, у меня тут вот такое расстояние. И теперь я наношу клей. Я достаточно много клея наношу, чтобы прикрепить и цепочки между собой. И вот здесь укладываю. Так, смотрим, чтобы все звенья у нас смотрели вверх. И все аккуратно выравниваем. Вот вы видите, уже вот у нас такая чистая верхушка получается. Пододвигаем все камни. Так, сделали с одной стороны. И также поступаем с другой стороны. Вымеряем, сколько нам надо страз. Так, вот. Сейчас еще раз примерю. Да. Наношу клей. И прикладываю цепочку. Также смотрим, чтобы все звенья смотрели у нас вверх. Вот прямо под низ все подсовываем. Здесь у меня маленькая складочка мешает мне, но ничего, все можно подпихнуть, подтянуть. Вот таким образом. И все звенья у нас смотрят вверх. И вот вы видите, как красиво у нас все получилось. Когда высохнет, вот будет вот таким образом. А теперь нам остается подклеить цепочку по ленте. И цепочку мы будем подклеивать до бусины, вставляя тут буквально 2 миллиметра, чтобы бусина могла нормально шевелиться и ничего у нас тут как бы не цеплялось. Я беру клей. И так как у меня 2 миллиметра, я наношу клей на середину ленты. По краям не наношу, чтобы не испачкать. Беру одну цепочку, вот так укладываю, придерживаю пальцем и пинцетом. Беру следующую, вот тут придерживаю пальцем, чтобы она никуда не соскользнула. И вот сюда. И теперь все выравниваю. И даю закрепиться. И чтобы не держать, я обычно оставляю закрепляться. Вот у меня корона, она мне служит и для шаров, очень удобно, и для сердечек. Вот так укладываю. Так, следим за тем, чтобы цепочки вот так были в середине. Укладываю и оставляю сохнуть. Теперь, когда у нас закрепилось, раздвигаем цепочку и, как я уже говорила, клей наносим на среднюю часть. Края не трогаем. С цепочкой 2 миллиметра сложнее работать, чем 2,5. 2,5 она почти полностью ложится на ленту, и там как бы не надо следить больше за краями. Здесь надо следить. Укладываем цепочку, вот так пальчиком мы все соединяем и приглаживаем. Снова я раздвигаю цепочку, наношу клей. Я немножко цепочку как бы на края укладываю, а затем вот так вот, видите, пальцем все, чтобы клей между цепочками склеил их. Теперь я вот так вот выравниваю цепочку и смотрю, сколько же мне надо звеньев. Вот сейчас вам покажу до кисточки. Так, сейчас. Вот у меня тут вот кисточка. Всегда можно отрезать на одно звено больше. Так, и теперь выравниваю, поэтому на одно звено больше лучше отрезать, чем меньше. Всегда можно лишнее отрезать, чем прибавить. Вот вы видите, у меня остается буквально 2 миллиметра, и это идеально. У меня ничего не будет
цеплять, и все будет хорошо держаться. Наношу клей и аккуратненько укладываю цепочку. Вот таким образом. Выравниваем. И пока все свежее, мы можем вот так все выровнять по ленте. Посмотрите, как все аккуратно, чисто получается. Верхушку я буду декорировать круглыми стразами. Это у меня 16 номер. И если мне понадобятся мелкие, я взяла 10 номер. Я просто наношу клей вот на всю вот эту серебряную часть колпачка, или золотая, у кого какая, и на край цепочки. И полностью заполняю, чтобы у нас верхушка была красивая. Вот так по всему кругу. И в середину 2 маленьких камушка, 10 номер. Вот тут около ленты с одной стороны и с другой стороны. Так, еще немного клея, чтобы все у нас держалось. Все поправляем, и у нас получается очень красивая верхушка. И вот такие аккуратные, чистые верхушки у нас получились. Этот способ мне нравится самой намного больше. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам, и встретимся с вами в следующем уроке. Будем декорировать заготовки. Пока-пока.